Вся семья готовилась к празднованию Нового года. Мама запекала самую большую утку, которую она смогла найти на рынке. Все потихоньку подбегали к елке и прятали там свои подарки. И вот, наконец-то, спустя столько лет, я тоже смогу поприсутствовать на этом празднике. Никто не ожидал меня увидеть, поэтому все бросились меня обнимать, целовать. Мы все поднялись наверх, и там меня засыпали вопросами, на которые я еле успевала отвечать. Потом мы вместе украсили елку, и мама позвала всех на ужин. Timba? Timba combo. Moosh, Ubate. Yeah. Sarpa, Yambila. Это было невероятно. Невероятно радостно от того, что я наконец-то была в кругу своей семьи. Все были такие близкие, родные и счастливые. И не знали, что есть параллельный мир, откуда мне удалось вырваться на несколько часов. Я даже успела познакомиться со своей сестрой и братом, которые родились у моей мамы после того, как я уехала в Глазбот. После боя курантов мы побежали открывать подарки. Подарок достался даже мне. И только я хотела посмотреть, что там, как свет погас. И я проснулась. Да, это был всего лишь сон. Но он был такой реальный. Я не верю, что я согласилась на все это. Но назад дороги уже нет. Итак, как вы поняли, все, что было сейчас в начале ролика, это был просто сон Вивиан. Она больше не могла уснуть, поэтому она решила пойти немного позаниматься делами. У нее сломалась раковина, но это и хорошо, потому что ей нужно отвлечься от всех этих мыслей. И она сначала решила поиграть, а потом не могла находиться в доме одна и вышла на улицу. Там она встретила офицера и рассказала ему про свой сон. Ой, а смотрите, у нас повышение уровня навыка обаяния. Ничего себе. Офицер, видимо, хорошо с Вивиан поговорил. Он ей сказал, что он понимает, как ей тяжело. Но благодаря ей она и все остальные жители этого города смогут наконец-то в будущем тоже встретить своих родственников. И пока мы ждем Вивиан, я извинюсь за свой голос. Я немножко приболела, но у меня больше не будет времени на озвучку, поэтому я хотела вам записать этот ролик сегодня, чтобы на праздниках вы его уже смогли посмотреть. Еще раз сори. Та-дам! Ее повысили. Ее повысили до 7-го уровня. И посмотрите, у нас все готово для следующего повышения. Я, кстати, как вы видите, забыла сделать обивку дома, но это не самое страшное. Поэтому сначала мы идем оплачивать счета. Нам их принесли, когда Вивиан уже ушла на работу. Поэтому, как вы понимаете, сейчас нам придется отдать всю премию. Это 2000 симолеонов, перечислить в бюджет города. Вивиан пошла играть, а я тут буду ловить Гарри или Усики. Кого? Давайте Гарри. Мы продолжим прокачивать обаяние. Гарри похвалит Вивиан, скажет, что все в этом городе гордятся ей. Я тут пока еще проверю, нет ли у нас ступора. Так, вроде бы нет. Гарри, а ты что, уходишь? Не уходи. Тебе скучно со мной? Нет? Надо, мне кажется, пофлиртовать немножко с ним, потому что, я так понимаю, ему не нравится просто так общаться, и он скажет, ну, что, мы с тобой все разговариваем и разговариваем, я же тебе сказал, что у меня к тебе чувства, поэтому давайте добавим немножечко флирта.
harpin. А Вивиан в ответ, я думаю, ему скажет: ну что ты мне тоже очень нравишься, я просто вот не умею строить отношения и не знаю, как правильно это делать, поэтому извини меня, пожалуйста. А Вивиан надо бы готовиться идти к завтрашнему дню, но у них тут очень близкое общение. А что, все? Он решил пойти спать? А кто это там в розовой футболочке идет? А давай с ним тоже познакомимся. Не дружески, там было действие с очками. Так, и что это за парень? А, это подросток. Давайте мы с ним немножко поболтаем и тоже пойдем спать. И это знаете, чей мальчик? Я думаю, у меня здесь заселена одна корейская семья. Вот, видимо, это либо брат, либо чей-то сын. Я не знаю, потому что они редко бывают в этом районе. А вот он зашел. Может быть, это судьба? Все, на этом давайте прощаться. И Вивиан пойдет готовиться к завтрашнему рабочему дню. Так, в туалет, мыть руки и спать. Вивиан уснула, и я хотела вам показать, что у нее изменился график. Теперь у нее в пятницу выходной, а в субботу она работает. И работает она с 10 утра до 6 вечера. А теперь спокойной ночи. Я тут Вивиан с утра отправила собирать воду, и у нее появился значок «Поболтать с Эдвардом». А я не знаю, кто это Эдвард, я просто никогда этого персонажа не встречала, и имя такое у меня вот не попадалось. Ну, давайте, мы с ним поболтаем, только мы его хоть знаем? Так, а Вивиан его тоже не знает. Ну, в общем, непонятно, откуда у нее такое желание, но давайте ему кокетливо представимся, раз там есть значок очков, и это повышает нам обаяние, и жизнерадостно представимся тоже. Так, обменяемся номерами, он сразу скажет: девушка, я за вами так бежал, вот прямо от вашего дома, я вас как заметил. Ой, он, кстати, красивый, да? И он взрослый. И мне он тоже нравится. Мне все персонажи нравятся. Так, похвалим наряд. Так вот, я так бежал, а он наш лук соберет. Блин, а он наш лук собрал, видели? Вы видели? Он специально, значит, вот это вот все дело проговорил ей, чтобы опередить ее и забрать лук. Вот это подстава. Вивиан, пошли домой. Нам не нравятся такие персонажи. Что это такое? Пойдем лучше, нам досуг еще надо поднимать. Обманщик. Ой, а что это такое? Вам почта доставлена. Я что, счета не оплатила разве? Что нам доставили? Кстати, деньги-то я опять не списала. И пока мы еще не ушли на работу... Вот нам, кстати, какие-то 107 миллионов зачисляют, и я никак не могу понять, что это. А, этот участок без удобств, поэтому нам за это платят компенсацию. Ну, хорошо. И, в общем, пока Вивиан не ушла на работу, давайте я спешу деньги. Так, 2300... Ой, какие 2300? 0. Все, мы перечислили наши деньги городу. Вивиан сейчас помоет руки и отправится на работу. Мы вернулись, и на улице ветреная погода, поэтому мы сейчас немного освежимся, вот прям совсем чуть-чуть, переоденемся и побежим ловить рыбу. Но пока мы прибежали, погода уже изменилась, поэтому идем обратно домой. Так, а у нас тут кто-то пришел, а мы не ждали. Усики пришли. Усики, привет. Пойдемте с ним поздороваемся. А он уходит? Блин. Так, Вивиан, иди. А, вон там Гарри, смотрите. Интересно, остановится или пробежит мимо?
Ой, он остановился. Что ты здесь делаешь? Что вы обсуждаете? Давай тогда пойдем играть с Гарри. Так, а где Гарри? Вивиан, давай. Гарри. Гарри. Блин, не дождешься его. Я знаю, что ты очень сильный, красивый. Давайте, может быть, попрощаемся со всеми. Foosh, Benorf. Ага, не отправим, потому что сам Гарри от нас сбежал. Или не сбежал. Блин, что происходит? Что происходит? Все разбежались. Ну, ладно. Она захотела позаниматься на коврике. А у нас обаяние 90. Представляете? Круто, круто, хорошо. Ты заслужила расслабиться, тогда позанимайся йогой. И после йоги она у нас немножко помоется и пойдет спать. Поэтому спокойной ночи. И хотела вам показать, в каком состоянии Вивиан отправляется на работу. Смотрите, у нее все зелененькое, кроме питания, но она сейчас покушает на работе в столовой, поэтому ставим упорно работать, и я надеюсь, нас сегодня повысят. Да, нас повысили. Представляете, нас повысили второй раз за неделю. Мне кажется, это вообще первый раз за всю игру, и мы уже на 8 уровне. И вы только посмотрите, у нас опять есть и обаяние, и логика. Правда, работаем мы опять с понедельника по пятницу из 9 утра. Предыдущий график мне нравился, конечно, больше, но выбора нет у нас. Мы продолжим, конечно, прокачивать обаяние, но это круто. Круто, что нас повысили. Я прям рада. У нее опять нехватка бодрости и досуга. Так, давайте посмотрим, может быть, кто-то из наших друзей пройдет, потому что по правилам приглашать войти в дом мы можем только друзей, а общаться на улице с кем угодно. А вон и Гарри. Давайте подождем Гарри. Так, где он, наш дружочек? Иди, мы тебе похвалимся. Мы тебе похвалимся, что нас повысили. Расскажи, что не так. Давайте повеселим его немножко, поделимся секретом, скажем, что нас повысили. Мы уже на 8 уровне. Скоро, совсем скоро я смогу завершить карьеру. И давайте теперь мои любимые действия. Так, льстить, хвалить наряд. Потом мы отправим Вивиан в туалет, и если у нее останутся силы, она поиграет с Гарри в шахматы. Нет? Так, Вивиан, тогда сначала в туалет. Давай. Гарри не хочет играть с нами в шахматы. Давайте тогда его обнимем, скажем ему спасибо. Спасибо, что ты пришел, что ты меня поддерживаешь, что мне здесь без тебя было бы очень сложно. Седьмой уровень навыка обаяния. На-на-на. Блин, круто. Как я мучилась с первым уровнем, а сейчас прям вообще все летает. Я довольна, очень. И мы сейчас еще чуть-чуть поболтаем с Гарри. Вивиан пошла опять спать. Извини, Гарри, на сегодня все. Я очень устала, больше не могу, мне вот нужно прям поспать. А он сам пойдет у нас домой? Или его нужно отправить? Хотя время всего 9 часов. Может быть, сейчас Вивиан чуть-чуть поспит, а он ее подождет? И вы посмотрите, Вивиан спит реально, а Гарри все это время стоит около ее порога. Давайте тогда, раз он не уходит, мы проснемся, да, и немножко с ним еще поболтаем. Ой-ой-ой, жаловаться на выгорание. А у нас что, выгорание? Да, у нас вот этот вот ступор. Так, все, Гарри, пока-пока. Мы идем спать, а потом на йогу. Все. Я думаю, он ей скажет: хорошо, я все понимаю, иди, ты же делаешь все это ради нас. Так, сначала попрощайтесь, давайте, и теперь Вивиан идет спать. Гарри, иди, я за тебя переживаю, что ты стоишь под нашей дверью?
четверг. Я разбудила Вивиан в 2 утра. Мы с ней съели кусочек пиццы вот этой вот невкусной. И Вивиан отправилась на коврик для йоги, чтобы снять ступор. Мы, кстати, теперь меньше работаем. Мы работаем всего до 4 часов. Поэтому она сейчас вернется с работы. Мы прям чуть-чуть продвинулись, но у нее очень плохие показатели. Поэтому сегодняшний день мы посвятим сну и поднятию потребностей. А с вами мы увидимся уже завтра. Пятница. Ждем Вивиан. Блин, чуть-чуть. Нам чуть-чуть не хватило до повышения. Думаю, если бы она работала до 6, как раньше, то ее бы повысили. Но зато у нее все хорошо. А к нам идет Гарри, поэтому давайте, пойдемте пообщаемся. И я, кстати, проверила, для вот этой карьеры градостроителя Вивиан нужна логика по максимуму, которую мы, кстати, прокачали, оказывается, я даже не заметила. И обаяние нужно будет только до 8 уровня. Поэтому нам осталось чуть-чуть еще прокачать обаяние, и дальше все, мы свободны, у нас начнется новый период в жизни Вивиан. Ой, предложить массаж. Давайте предложим ему массаж. Может быть, он нам потом сделает тоже массаж? Ну давай, поворачивайся. Узнаем, как прошел день. Ой, я первую беременную вижу в этом городе за все это время, представляете? А у нас тем временем 12% обаяния. У нас появилось действие попросить денег в долг, но, если я правильно помню, правилами запрещено выбирать это действие. Гарри тут проводил Вивиан до дома, потому что ему нужно было с ней поговорить. Он хочет обсудить с Вивиан их отношения, как все будет происходить. Он скажет: Вивиан, ты же понимаешь, что ты мне нравишься, что я готов с тобой. Так, Остин, мы не можем никуда ходить, ты не можешь нам звонить, если что. Кстати, у нас тут ветреная погода, и мы можем пойти ловить рыбу, но у нас тут Гарри, с которым у нас повышается обаяние, и мы разговариваем сегодня про их отношения, поэтому выбираем Гарри. Так вот, он говорит ей, что он готов поддерживать ее во всем и готов преодолевать все трудности, которые будут у них на пути в этом городе после апокалипсиса. И в целом он готов свою жизнь посвятить тому, чтобы помогать ей и жить эту жизнь вместе с ней. Но Вивиан, хоть ей очень нравится Гарри, она скажет, что ты знаешь, когда я сюда ехала, я подписала контракт, что до закрытия карьеры я ни с кем не буду вступать в серьезные отношения. То есть я не могу согласиться жить с тобой или выйти за тебя замуж. И давайте вот мы ему с любовью скажем, что ты, конечно, мне очень нравишься, но я тебе объяснила, да, все обстоятельства, поэтому дальше выбор будет только за тобой, потому что я понимаю, что тебе тоже надо устраивать свою жизнь, и если ты решишь строить другие отношения, то я никак не смогу тебе возразить, но и ждать меня тоже очень рискованно, потому что неизвестно, когда я закрою карьеру. На этом Вивиан попрощалась с Гарри, и он отправился домой думать над словами Вивиан, и Вивиан тоже о многом надо бы подумать. У нас суббота. Вы посмотрите, в каком прекрасном настроении Вивиан. Я отправила ее собрать воду, и, наверное, мы сейчас сходим погулять по району. Так, давайте отправимся на пробежечку. И если мы сейчас кого-нибудь встретим, то мы остановимся и поболтаем с ним.
А нас кто-то ждет? Стоп, нас кто-то ждет. Ой, и мне кажется, это знаете кто? А не Эдвард ли это, который нас лук стащил? Точно, это он. Ну, вы помните, да, который бежал за нами, заболтал нас, что мы ему понравились, и побежал первый, собрал лук. Может быть, он пришел извиниться? Давайте мы с ним поболтаем. Итак, что ты хочешь нам сказать? Что ты все-таки был неправ? Да, воздух в этом городе очень загрязнен, и я стараюсь, чтобы сделать этот город лучше, если что. А ты у меня отнял лук, единственную мою пищу. И я думаю, он все-таки извинится перед Вивиан. Не просто так же он пришел, да? А он кокетливый, смотрите. Давайте мы ему разрешим пофлиртовать. И я думаю, он скажет, что я специально тогда собрал лук, чтобы ты обратила на меня внимание и потом еще долго думала обо мне. И видишь, у меня получилось, ты меня запомнила. Все? А почему вы уходите? Смотрите, какое сообщение! Гарри объяснил свои границы в отношениях, и теперь Вивиан знает, что романтика у него вызывает ревность. Романтические взаимодействия тоже вызывают у него ревность. А где у нас Гарри? Он нас видит, что ли? А Гарри здесь. Блин, Вивиан, пойдем извиняться перед Гарри. Извините, я вас не заметила. Ой, он плачет. Смотрите, мне кажется, он нас бросит. Бросишь нас, да? Вивиан его спросит: Гарри, ты что, ничего не было, мы просто с ним общались. И на что Гарри ответит, что Вивиан, я хочу быть с тобой, я готов тебя ждать, но я не уверен, хочешь ли ты остаться со мной. Потому что, во-первых, твои боссы, да, могут заставить тебя выбрать в мужья более выгодного кандидата, а во-вторых, ты сейчас флиртовала с другим чуваком. Но Гарри, он начнет давить на жалость, он скажет, что Вивиан, что ты такое делаешь, мы же с тобой обсуждали все моменты, да, я подумал, и я готов тебя ждать, но единственное, я не уверен, сможешь ли ты потом остаться со мной, можешь ли ты дать мне такие гарантии, потому что если ты подписала контракт, не смогут ли тебя заставить выйти замуж, да, за более выгодного кандидата, который тоже сможет закрыть карьеру и спасти этот мир. И Вивиан ответит, что да, такое тоже возможно, поэтому она ему все честно и рассказала. В общем, сложные у нас отношения с Гарри. Я не знаю, как с ним быть, но я думаю, знаете, мы сейчас докачаем с ним обаяние до нужного нам 8 уровня, и дальше я не буду так сильно настаивать на общении с ним. Вот как захочет Гарри, так и будет. А у нас все обаяние повышено. Мы повысили обаяние до 8 уровня, и больше для карьеры нам не нужно. Круто. Так, а Гарри у нас продолжает говорить, что, может быть, ты все-таки останешься со мной. Смотри, я сильный, я умный. Так, а у нас кто-то идет еще с нами поговорить. Вот какой-то мальчишка тоже хочет с нами пообщаться. И, как я и говорила, для работы Вивиан больше ничего прокачивать не нужно. Но для того, чтобы она не впала в маразм, нам нужно прокачать еще и здоровый образ жизни. Так, сколько нам еще 2 уровня, получается, нужно до максимума. Фитнес мы и не будем качать, потому что на работу она у нас после в пенсионном возрасте ходить не будет, так как нам хочет зайти офицер. Видимо, он нам хочет что-то сказать. И такие приглашения по правилам мы можем принимать, поэтому да, заходи. Я думаю, офицер пришел поговорить с Вивиан про работу, потому что она уже на 8 уровне. Офицер ей посоветует, как правильно вести себя с руководством, что нужно обязательно делать. А Гарри такой слушает и думает, что сейчас офицер попросит Вивиан бросить меня. Так, нам нужно помыть руки. Ой, он пришел. Гарри пришел.
И Гарри скажет офицеру: «Я ничего не знаю, что у вас там за игры, но я хочу быть с Вивиан». На что офицер ответит: «Какая Вивиан? Вивиан сейчас самый важный специалист в этом городе. Она будет с тем, кто сможет помочь нам спасти этот мир. Ваша любовь ничем не поможет этому городу». Они еще поговорят по-мужски немного, и офицер еще раз скажет, что никто не разрешит Вивиан остаться вместе с Гарри, потому что развитие города и спасение экологии превыше их любви. Вивиан также поговорила с офицером, он еще раз настроил ее на то, что главной целью для нее сейчас является закрыть карьеру и выбрать правильного мужа, который поможет ей дальше спасать этот город, иначе все ее старания будут бессмысленны. И вот, пока ветреная погода, Вивиан отправилась на рыбалку и заодно решила подумать о том, что же ей делать дальше. И хотела узнать ваше мнение, как вы считаете, разлучить нам Вивиан с Гарри, или все-таки они будут сопротивляться правилам челленджа, да, и будут пытаться быть вместе. Мы вернулись домой. Вивиан поймала 2 рыбки. Одну вот я положила сюда, а вторую давайте я положу в аквариум. И мы сразу же отправляемся на коврик. А почему мы идем на коврик? Потому что Вивиан нужно подумать, что же дальше делать с Гарри. И Вивиан, как человек практичный, рациональный, она вот свои какие-то разумные решения она ставит превыше чувств и каких-то увлечений. Поэтому, скорее всего, как я думаю, она у нас расстанется с Гарри, и мы ей будем искать либо молодого персонажа из этого города, либо это кто-то будет из ваших персонажей, кого мы заселим в этот город. Вы, кстати, можете своих персонажей размещать в галерее с хэштегом RiriMissSims. Подробнее будет в описании к этому видео. Ну и плюс она на коврике, потому что ей нужен здоровый образ жизни, чтобы после того, как Вивиан закончит свою карьеру и родит ребенка, она смогла бы остаться в своем уме и не впасть в маразм. Поэтому сейчас мы сосредоточены на йоге и знакомстве с новыми жителями. И оставим на этом Вивиан еще подумать. У нас воскресенье, Вивиан опять на коврике, а я тут параллельно смотрю, кто проходит новенький. И желательно еще помоложе, чтобы Вивиан могла с ним в будущем, может быть, развить отношения. Гарри ходит постоянно мимо нас, но Вивиан к нему не выходит. Они сейчас не общаются, потому что Вивиан взяла время подумать. И давайте тратить деньги, сегодня же воскресенье. Так как мы много накопили, то я поставлю еще один подвал. И добавлю такую же лестницу. Так, свет. Полы и обои сделаем такие же, как и на минус первом этаже. Только обои вот давайте выберем другого цвета. Вот так. И здесь будет наша кладовка. Давайте я этот этаж сделаю в таком же формате, как и минус первый. Добавим обои. Дверь. В одну комнату пока поставлю дверь. И нам тоже нужен свет. Так, здесь и давайте вот здесь. Эта комната всегда у нас будет закрыта, а мы сюда будем складывать вещи, которые могут нам понадобиться в будущем, но которыми сейчас Вивиан не может пользоваться. Вот, например, я сюда хочу поставить еще один гриль, потому что мало ли, например, наш гриль сгорит, тогда мы сможем воспользоваться этим.
Так, что нам еще может понадобиться? Еще нам может понадобиться мольберт, например, если там будущее поколение будет художниками, или микрофон, если это будет комедиант. Гитара, кстати, тоже может пригодиться, и скрипка, если будет музыкант. Пока больше не знаю, что, поэтому я пока добавлю еще вот здесь окно, потому что мне очень нравится, что солнце встает с этой стороны, и как красиво в доме в этот момент, поэтому добавим окно. И, наконец, давайте сделаем обивку дома. Вот, я, наверное, выберу светло-серый оттенок. Не будем особо сильно здесь выделяться. Я хотела красный, но потом решила, что это чересчур. Так, и вот здесь я бы тоже какие-нибудь камешки положила для удобства, да, и чистоты. Вот обычное покрытие, без экоследа, без улучшения обстановки. Просто кирпичики такие вот в песочке. И у нас еще осталось целая 1000. Кстати, помогайте мне, напишите мне в комментариях, что нужно еще покупать, потому что у меня как-то закончились идеи. И давайте я куплю тогда кровать двуспальную. Она все равно нам скоро понадобится, да? Будет ли это Гарри или кто-то другой, но она нам понадобится. Так, нам можно выбирать только между фуэтон и модерн. Они обе с плохими характеристиками, с одинаковыми. Так, вот, поставим в комнату, вот эту вот, давайте, поставим в комнату кровать. Дальше я, наверное, все-таки заменю эту шкатулку, про которую я вам рассказывала в прошлом эпизоде, иначе получается, что у меня более облегченные условия игры, чем у остальных, да, и вместо нее поставлю сундук. Вот мы можем выбрать один из этих двух, выберу, наверное, вот этот, и у нас еще остались деньги, поэтому я поставлю ограждение лестницы на -1 этаже. А на оставшиеся я вот здесь отгорожу будущий туалет. Оставшиеся деньги я сохраню на всякий случай. Может быть, вдруг нам счета принесут до работы, и мы успеем их оплатить. И теперь мне нужно переместить все вещи в сундук. А вот детали для улучшений в этот сундук поместить нельзя. В этом как раз и неудобство вот этих вот сундуков. Вот видите? Поэтому я их сейчас буду постепенно раскладывать на полу, а потом убирать в багаж семьи. Вот таким вот образом я сейчас буду их все перемещать в багаж. И потом в течение недели я их буду складывать на нижних этажах, а по воскресеньям тоже буду их убирать в багаж семьи. По правилам мы можем помещать вещи в багаж семьи только если размер этой вещи в одну клеточку. Но достать мы их оттуда уже не сможем, пока не закроем культуриста. Но я думаю, они мне не пригодятся в ближайшем будущем, поэтому убираем все в багаж. И вот, оказывается, рыбы и куб тоже не могут храниться в сундуке, поэтому я их достаю из шкатулки и вместе со шкатулкой убираю в багаж семьи. Надолго, пока не закроем культуриста. Дальше я, наверное, уже доиграю это воскресенье сама. Хочу поздравить вас всех с наступившим Новым годом. Желаю всем счастья, любви, не болеть. Ну, а мы давайте по традиции посмотрим календарь. У нас уже прошло 5 недель, и на этой неделе Вивиан получила сразу 2 повышения. И в целом у нее в запасе остается еще очень много времени. Поэтому торопиться нам некуда. Наша новая цель после закрытия карьеры будет это найти мужа, которого
Вы, кстати, можете сделать сами и отправить его в мой апокалипсис. А как это сделать, читайте в описании к видео. Еще раз всем спасибо за просмотр и пока-пока!